После капитуляции Франции 2 июня страна была разделена на две части. На севере – зона, оккупированная немцами, а на юге – новый марионеточный режим под руководством французского маршала Филиппа Вюйттона, созданный потому, что у немцев фактически не было ни времени, ни сил управлять всей Францией самостоятельно. Итальянцы, которые помогали Гитлеру в завоевании, также получили небольшую оккупированную зону в качестве награды за участие. С самого начала оккупации на народ Франции буквально легла большая тень, так как немцы сразу же перевели французские часы на 1 час вперед, продлевая утреннюю темноту и ускоряя наступление ночи. Это было лишь первым из множества правил и предписаний, введенных немцами. Вскоре стало незаконным владеть или скрывать огнестрельное оружие, помогать сбежавшим военнопленным или слушать иностранную пропаганду, то есть любую радиостанцию, кроме тех, которые были одобрены немецким правительством. Наиболее значимым в непосредственных последствиях вторжения был пункт о запрете враждебности к оккупантам, который фактически давал им полную свободу действий. Париж быстро заполонили тысячи немецких солдат в отпуске, и многие из его знаменитых отелей были заняты в качестве штаб-квартир различных военных и политических организаций Рейха. Помимо нужды справляться с молодыми новобранцами вермахта в столице, перемирие установило курс обмена франка и рейхсмарки в 20 копейок. Таким образом, даже самый простой немецкий солдат мог запасаться сыром и вином в нужном количестве, минуя своих командиров. Не все офицеры были примером достойным. Вместо этого высокопоставленные члены немецкой армии безжалостно реквизировали припасы у беспомощных французов. Постоянно полными от роскоши, экзотики и даже ценных произведений искусства, багажные поезда покидали Францию. Но, как бы ни возмущался французский народ этим позорным грабежом, впереди его ждало еще худшее. Вскоре нацистские власти ввели комендантский час, запрещая любую активность с полуночи до 6 утра. Этот комендантский час использовался как дубинка, чтобы заставить население подчиниться, и его неоднократно ужесточали в ответ на акты гражданского неповиновения. Хотя такое обращение унизительно, ожидались большие изменения. В ходе Второй мировой войны и ухудшением поставок у нацистов оккупированные территории ощутили растущее материальное давление. Подача предметов роскоши из Франции временно сместила поток предметов первой необходимости – воска, металла, текстиля и прочих товаров. Введение карточек на продовольствие стало ненавистным дополнением. Продолжая войну, нормирование во Франции становилось все строже. Уже в год войны суточное потребление калорий взрослыми снизилось с 2400 калорий от 1200 до 1500. Для сравнения, немецкие граждане в год войны потребляли здоровые 2000 калорий в день. С жестким нормированием пришел неизбежный рост черного рынка, где недовольные французы с удовольствием продавали свои накопленные товары своим соотечественникам по завышенным ценам. Фермеры рисковали крупными штрафами или тюремным заключением, но это никого не останавливало. Товары продавались на черном рынке по 30 раз дороже, и поэтому существовали неформальные системы бартера между городами и селами, чтобы снизить давление оккупации. Благодаря таким договоренностям французский народ смог выдержать тяготы оккупации. Но все же многие граждане стали беженцами, перемещенными из-за вторжения и последующего разделения Франции. Со своими около 2 миллионами пленных французских солдат города превратились в призраки. Париж, где жило 3 миллиона, раздули это число в 800 тысяч особей во время оккупации. Многие семьи остались разделенными из-за пункта в перемирии, согласно которому Германия не обязана освобождать военнопленных, захваченных во время вторжения. Люди стали заложниками, и французы ожидали, что они будут работать ради их освобождения. По мере призыва все большего числа немцев в армию, росла потребность оси в рабочей силе.
Сразу с начала оккупации появились невнятные пропагандистские плакаты со счастливыми французскими рабочими на немецких заводах. Когда они не заинтересовались, были предприняты меры. В марте года Рейхсгитлер лично назначил Фрица Зокеля на должность генерального уполномоченного по трудовому использованию. Задачей Зокеля было организовать приток иностранной рабочей силы в Рейх путем осуществления помощи и поддержки правительства Виши. Одна из инициатив Зокеля называлась «Релеве» и предполагала освобождение французских заключенных по мере отправки в Германию 3 французских рабочих. Это позволило вишенским чиновникам с удовлетворением объявить о великом компромиссе и разработать эффективную стратегию для продвижения программы. Работа за границей в Германии теперь стала актом высшего патриотизма, самоотверженной жертвой ради воссоединения храбрых солдат с их семьями. Но хотя Релеве привлек около 250 тысяч добровольцев к концу года, это все равно было значительно ниже квоты. В феврале года Рейхсзокель оказал давление на Виши, чтобы они поддержали обязательную трудовую службу, или СТО. Всем здоровым мужчинам в возрасте 18-50 лет и незамужним женщинам от 20 до 35 лет требуется быть готовыми выполнять любую работу, которую правительство считает необходимой. Правительство Виши не может скрыть истинную природу этой программы принудительного труда. Введение СТО, возможно, стало переломным моментом для французов. Они стойко переносили голод, переселение и несправедливость, но это было слишком. Французское сопротивление, которое до этого момента было лишь незначительной помехой для нацистов, теперь значительно увеличило свои ряды, в основном благодаря усилиям Сокеля. Многие люди скрывались в сельской местности, чтобы избежать немецкой полиции. Они назывались маки, что в корсиканском языке означает тип местности в сельской Франции. Эта земля была идеальным укрытием для деятельности сопротивления, но быстро превратилась в поле боя, и сельские французские общины оказались втянутыми в кровавую и отчаянную борьбу, где не было невинных свидетелей.